упал в снег, будучи полностью обдолбанным, и заснул в снегу. Это был февраль. I was lying there and the snow was covering me up and people were stepping over me. Я валялся в снегу, меня постепенно накрывало снегом, и люди переступали через меня и шли дальше. Finally, somebody had some mercy and they called for an ambulance. У кого-то сыграло все-таки милосердие, и он позвонил в скорую. And they took me to a hospital. Меня отвезли в больницу. The doctors would not treat me because my body was covered with body lice. А доктор не хотел меня лечить, потому что все тело у меня было в язвах. So the nurses had to clean me up. Сначала медсестры должны были меня очистить. When the doctors finally treated me, they said I was suffering from infectious and serum hepatitis. И когда меня начали лечить, то сказали, что у меня инфекции и гепатит. And that I was contagious. И я заразен. I got that way from dirty living and dirty needles. И таким я стал от своей грязной жизни и от грязных иголок. And they put me in an isolation ward, a place where only nurses and doctors could come in because I was contagious. И меня поместили в отдельный бокс, куда мог ходить только медперсонал. I was in that place for about 3 weeks. 3 недели я там был. And the police had come and wanted to talk to me, but couldn't talk to me because I was contagious. Пришла полиция со мной переговорить, но не смогли, потому что я заразен. And the doctor said to me that it's still cold out, but if I would sign some papers, they had a place upstairs with people similar to me. Было очень холодно, и доктор предложил мне, чтобы не выпускать меня, что ты можешь переехать на этаж выше, если подпишешь некоторые бумаги. Там лежат такие люди, как ты. When they took me upstairs, it was a big room with lots of beds, like an army barracks. Когда меня подняли наверх, там было очень большое помещение с множеством кроватей, как будто армейский барак. And I said to the nurse, "What is this place?" Я спросил, что это за место? And she said, "This is an alcoholic ward." Медсестра сказала, что это отделение для алкоголиков. And I said to her, "Why do you want to put me with them sick people? They don't know how to stop drinking." Я спросил, зачем вы меня с такими больными людьми вместе поместили? Они даже бухать бросить не могут. And she said to me, "Well, you're an addict. It's the same thing." Она сказала, так ты наркоман, это то же самое. And I said, "No, it's not the same. Я сказал, нет. I can stop using when I want to. They can't stop drinking." Я могу перестать торчать, когда захочу, а они не могут перестать пить. And she said to me, "Why don't you stop using them?" Тогда она спросила, а почему ты не перестанешь? My answer was, "Because I don't want to." Я ответил, потому что я не хочу. It's the biggest lie addicts say. We say we can all stop, but we can't. И это и есть самая большая ложь, которую зависимый сам себе говорит, что он может бросить, как только захочет, но по факту это не так. And she said to me, "If you don't like this place, you take your paper bag with all my clothes was in, and you can leave." Но она сказала, если тебе здесь не нравится, то забирай пакет со своими вещами и вали отсюда. I'm not the smartest person in the world, but I knew it was still cold out, and I had no place to go. Я, конечно, не был самым умным человеком в мире, но ума мне хватило понять, что на улице февраль, и далеко я не уйду. So I said I would stay, but I would not get friendly with those sick people. Я сказал, ладно, я останусь, но не ожидайте, что я буду с ними дружить, с этими больными. While I was in there, they informed me, the nurses told me that on Wednesday night, people come in with a meeting and I had to go to it. Мне сказали, что в среду вечером приедет спикер, будет собрание, и тебе нужно пойти с ними на собрание. And I told them I don't want to go to a sick people meeting. I will not go.
Я сказал, нет, на собрание этих больных я не пойду, нечего мне там делать. She said, if you don't go, then you leave here and go out in the cold. Она сказала, если не пойдешь, тогда забирай вещи и иди на холод. So I stayed for the meeting, although I stayed in the back of the room and I laughed at the people. Я сел в самом конце зала и сидел, просто смеялся над этими больными людьми. While I was in that facility, пока я находился в этом учреждении, I got friendly with an old man. Я подружился с одним пожилым человеком. Now, he was probably 40, I was 20, but when you're 20 years old, 40 looks old. Ему было лет 40, но мне было 20, и когда тебе 20, то 40-летние кажутся старичками. And this man seemed to know everything there was in the world, like he was the smartest man in the world. И этот чувак, казалось, знал все обо всем вообще, как будто он самый мудрый человек в мире. You want to ask him about God, he was on a first name basis. Если нужно у кого-то спросить о Боге, то он самый первый, кто даст тебе все ответы. At that time in history, we were having a Cold War with the Soviet Union, and there was the Iron Curtain. В то время у нас была холодная война с Советским Союзом, железная стена, ну вы в курсе. And this man said, well, I could sure make peace in the whole world. Whatever you asked him, he always had the answer. He wanted to come across as the smartest man in the world. И он говорил, я знаю, как сделать мир во всем мире. В общем, у него были ответы абсолютно на все вопросы. So I looked towards him almost like a father figure. Я на него смотрел как на отца. Today I know he was a know-it-all like the rest of us addicts. Сегодня я знаю, что он просто был такой же, как и все мы зависимые люди, потому что мы все знаем все обо всем в какой-то степени. We say we know everything, but we know nothing. Мы говорим, что знаем все, а не знаем ничего толком. We wore hospital gowns in this place, not street clothes. What? We wore hospital gowns inside this place, not street clothes. Hospital gowns. Oh, I don't know, what is it? We wore the hospital clothes. You know, the clothes they give you in the hospital, we didn't wear. Got it, okay. Мы все были в одинаковой одежде, которую выдавали в больнице. Не в том, в чем мы пришли. And it was time for this man to leave. И пришло время этому человеку уже выходить. So he went into a small room to put his street clothes on. И он пошел в раздевалку, чтобы одеть свою одежду, в которую он пришел. When he came out, he was dressed as a street bum. Holes in the shoes, holes in the pants, had nothing but looked like a bum who lived in the gutter. И он вышел в полностью бомжатской одежде, вся в дырах, грязная и так далее. Точно в таком виде, в котором бомжи бродят по вокзалу. And for the first time, I looked in his eyes and saw that he was no different than me. И впервые я, посмотрев ему в глаза, увидел, что он ничем от меня не отличается. He would get high on vodka and other alcohol, and I would get off on anything I get my hands on. Отличаемся мы только тем, что он бухал водку и прочий алкоголь, а я употреблял все, что прет. So I realized at that time a drug is a drug is a drug. There is no difference. Getting high is addictive no matter if it's alcohol or drugs. И я понял тогда, что все является наркотиками, неважно на чем мы торчим, что все мы зависимы, и что алкоголь это такой же наркотик. A few weeks later, it was time for me to leave. Через несколько недель пришло и мое время уже уходить. It was now getting warm. It was April, and they gave me a meeting list from the Fellowship of Alcoholics Anonymous who brought meetings in. Был уже апрель, уже потеплело. Когда я выходил, мне выдали список собраний в округе, какие есть собрания анонимных алкоголиков. And they told me if I would go to those meetings, they had coffee, cookies, and donuts. И мне сказали, что если ты будешь ходить на эти собрания, там бесплатно дают чай, кофе, печеньки и пончики. And when you're homeless, that's a pretty big invitation.
А когда ты бездомный, то это очень крутое приглашение, скажу я вам. That night when I walked in the alcoholics meeting, everything stood still. Когда я вошел в комнату собраний, все замерло. It seemed like time didn't exist. There were people there that were dressed up in fine clothes and everything, and they all stopped and took a look at me, and I was dressed. I had long hair down to my butt, and I had street clothes on. Там были люди хорошо одетые. Они медленно передвигались по комнате, и когда я зашел, они замерли, посмотрев на меня, потому что у меня были волосы до плеч, ну и одежда, которую я вам уже описывал. And this old guy walked up to me and said, "Kid, what are you doing here?" Ко мне подошел пожилой дяденька и спросил: «Малыш, ты что тут делаешь?» And I told him I just got out of the hospital and they told me to come here. I can have coffee and cookies. Я сказал, я вышел только из больницы, и мне сказали, что у вас тут раздают кофе и печеньки. He said the coffee and cookies are over there, but this is a closed meeting for alcoholics, and I'm not welcome. А он мне сказал, да, печеньки это там, но вообще-то это закрытое собрание только для алкоголиков, поэтому, ну, тебе не совсем сюда. He said, I'm an addict, and that's illegal and immoral, and people like me never get better. Он сказал, что ты наркоман, это нелегально, аморально, и такие, как ты, обычно не выздоравливают. But he took my meeting list and he circled meetings that were called open meetings and said, you could go there, kid, but it's not going to do you any good. People like you can't get better. Он взял мой список собраний и подчеркнул там собрания открытые, куда можно приходить таким, как я. Но он сказал, что тебе все равно это не поможет, потому что наркоманы не выздоравливают. So I started going to these open speaker meetings that AA had. Я начал ходить на открытые спикерские собрания, которые проводила AA. But while I was there, I met other addicts. Но там я встречал других торчков. And we were sitting at a meeting one night. Как-то мы сидели вечером на собрании. And somebody tapped me on the shoulder and said, and they called me by a nickname I had got there, Animal. They said, hey, Animal, there's a drug meeting in the back room. И однажды на этом собрании кто-то похлопал меня по плечу и сказал: «Эй, животное!» Ну, у меня было погоняло животное. Животное, там в соседней комнате проводится собрание для таких, как мы. And myself and all the other animals, we went to the back room. Ну, и мы с другими животными пошли в эту комнату. And there were some people there from California that said they had a message called Narcotics Anonymous. И там было несколько человек, которые приехали из штата Калифорния, и они сказали, что у них есть весть для зависимых, есть сообщество «Анонимные наркоманы». And they were the hippie generation of the 1960s that just went from town to town. И они соответствовали образу жизни хиппи, потому что это были 60-е годы, время хиппи, и они ездили точно так же из города в город с этой вестью. And they didn't have much literature like we have today, just a little white book. И у них не было много литературы, как у нас есть сегодня, была только маленькая белая книжка. But when they started sharing, I started to hear my thinking coming out of their mouth. Но когда они начали делиться, то я услышал, как будто мои мысли выходят из их уст. And I knew from that moment on, I'd never be alone, never again. There are people like me. И с того момента я осознал на всю жизнь, что я никогда больше не буду одиноким, что в мире есть такие же люди, как я. When the hippies moved on and left the area, us local people tried to start NA meetings. Когда эти хипари уехали из наших мест, то мы с некоторыми местными решили организовать свою группу анонимных наркоманов. We had clean time, but we had no recovery. У нас было чистое время какое-то уже, но не было выздоровления. We would still go out and rob people and do crazy things because we had no recovery. We were just clean gangsters. Мы были чистыми, но несмотря на это, мы продолжали делать все как раньше.
выходили на улицы, грабили людей, крали и так далее. То есть, по сути, были трезвыми бандитами. I kept in contact with one of these hippies who went back to California. Я взял контакты у одного из этих хиппи из Калифорнии. And he would say to me, come to California, we got good NA here. И он говорил, приезжай к нам в Калифорнию, у нас здесь сильный NA. And I said, well, I can't go to California because I was living in New York at that time, and I said, I got a living to make. Я говорил ему, я не смогу поехать в Калифорнию, ну, сам я жил в Нью-Йорке в то время, что мне надо как-то на ноги становиться в Нью-Йорке. He said, what are you talking about? You don't work. Он сказал, ты о чем? Как ты это собираешься делать? Ты даже работать не собираешься. But I said, you don't understand. In New York back then, if you were an addict or an alcoholic, the state would send you 2 checks a month, and you would go into the pool hall and play pool and gamble the money and make more money. Но в штате Нью-Йорк тогда было так. Если ты не можешь работать, если ты зависимый, государство выплачивало тебе 2 чека с небольшими суммами денег в месяц, и можно было пойти на бильярде или в казино, с этих денег поднять еще больше и жить на этом. He said, don't worry about it. California gives addicts money too, and we do have pool halls where you can gamble. Come out. Он говорил, не волнуйся, в Калифорнии также точно нам дают эти, как это называется, пособия, и точно так же ты можешь пойти и играть, и выиграть еще себе. So I started to hitchhike across the country because I had no car, and people would stop and give me rides. И я начал добираться туда автостопом, потому что машины у меня не было, и я добирался на попутках. And it took me over a week to get there. Больше недели заняла у меня эта дорога. When I got there, I met this guy, and he said, you could stay at my apartment for a while. Когда я приехал, я встретился с этим парнем, и он разрешил пожить у него. So I stayed there, and addicts were coming in and out all day long. Пока я у него жил, другие зависимые постоянно приходили, уходили. Там была постоянная движуха зависимых. And it was in the city of San Diego, and he said, we have 2 NA meetings a week here. Это было в городе Сан-Диего, и там было 2 собрания NA в неделю. And tonight we have a meeting. И он сказал, сегодня вечером собрание. And he had one of these Volkswagen vans that hold a lot of people. И тут жило у него много людей тогда. So about 15 of us piled into this van, and we went to the meeting. Где-то 15 человек нас было, и мы зашли на собрание. When we got to the parking lot of the church where the meeting was, he grabbed me and said, do not use the name Narcotics Anonymous or NA anywhere until you get into the meeting. And I said, why? И он сказал, когда мы остановились на стоянке возле церкви, он сказал, не произноси вслух название NA, Анонимные Наркоманы, пока мы не доберемся до собрания. Я спросил, почему? And he said, because the church don't rent to addicts, they think we're AA. That's the only way we can get a meeting with us. Он сказал, потому что церковь не дает комнаты для собраний анонимным наркоманам, только анонимным алкоголикам. Поэтому мы говорим, что мы анонимные алкоголики в церкви. So we'd even find the meeting place if we had to lie. Поэтому, скажу я вам, для того, чтобы проводить собрания, приходилось врать поначалу. The other meeting we had on Friday night, and our landlords had no problem with us. А следующее собрание проходило в другом месте в пятницу вечером, и у хозяина здания не было с нами никаких проблем. It was the Black Panther clubhouse, and they didn't care who we were as long as we paid the rent. Это было в каком-то клубе, и, в принципе, там хозяину было все равно, лишь бы платили аренду. The rest of the week we had to go to AA meetings because there was not NA meetings every night. В остальные дни мы ходили на собрания анонимных алкоголиков, потому что они проводились в городе каждый вечер. But those of us who went to NA stuck together like glue. Но те из нас, кто ходили на NA, были так близки друг к другу, как будто нас клеем приклеили.
And we talked about working the NA steps, which is different than the AA steps. И мы работали по шагам НА, которые отличались от шагов АА. And they said that the steps are the answer. Говорится, что шаги – это решение. Now, I had 2 years clean, and I never worked a step or had a sponsor. И у меня уже было 2 года чистоты, но я никогда по ним не работал, и никогда у меня не было спонсора. And I thought to myself, why would I ask these crazy people to help me? Я спросил себя, почему я буду просить этих сумасшедших людей помогать мне. But I saw people coming in after me getting better, and I was still living a life of crime. Но я видел, что люди, которые ходят вместе со мной на собрание, меняются, а я продолжаю вести криминальный образ жизни. So I thought maybe there was something to the sponsor and step stuff. И я подумал, наверное, что-то есть в спонсорстве и в шагах. So I asked a man to sponsor me. Поэтому я попросил одного человека быть моим спонсором. And he said to me, Vito, where are you with the steps? Be what? He said to me, where are you with the steps? А он спросил меня, ты где в шагах сейчас? And I looked at him in my arrogance and said, well, I'm done. И я посмотрел на него своим наглым взглядом и сказал, я уже все закончил. He said, what do you mean you're done with them? Он спросил, что ты имеешь в виду, как это ты закончил? I said, I heard them read every night for the last 2 years. I'm finished. И я сказал, я их 2 года уже слушаю на собраниях, как их читают, я их все уже знаю, поэтому все, я уже закончил шаги. And he just laughed at me. И он начал смеяться надо мной. He said, the steps are a living program. The steps are something that you live your life with. Он сказал, что шаги – это программа жизни. Ты должен жить по ним. It's not something you just hear. Это не то, что ты можешь послушать. And he said to me, what's your definition of the first step? Он спросил меня, как ты понимаешь первый шаг? And I said, I used too much drugs and my life got crazy. Я сказал, я слишком много употреблял наркотиков, и моя жизнь стала сумасшедшей. And he said, that is not the first step. Он сказал, это не первый шаг. He told me the first step is when I admit that I was powerless over my addiction. Он сказал, первый шаг – это когда ты признаешь бессилие перед зависимостью. And the word admit is a 3-part process. И признавать – это процесс, состоящий из 3 частей. First I admit. Первое я признаю. Then I accept what I admit. Сначала я признаю, потом я принимаю то, что я признаю. Then I surrender to what I accept. Соглашаюсь с этим. А третье – это я сдаюсь перед этим. And it says in the step, my life had become unmanageable. It does not say my life is unmanageable. Он сказал, написано в первом шаге, что жизнь моя стала неуправляемой. Там не написано, что она сейчас неуправляема. Which means that my life, if I'm clean, that my life is not unmanageable from the drugs. What? It means that if I am clean, my life is not unmanageable from the drugs. И это означает, что если я чистый, то это не означает, что моя жизнь неуправляема от наркотиков. But my life is unmanageable from the conditions that I created. Она неуправляема от тех состояний, которые я сам создал, к которым я привык. The first step is like taking all my clothes off and standing in the middle of a busy street. Первый шаг – это все же снять с себя всю одежду и стать посреди оживленной улицы. If I stand there too long, the police are going to show up. Если я буду стоять слишком долго, появится полиция. Total unmanageability. Полная неуправляемость. The first step is my past, and the things of my past I have brought into recovery. Первый шаг говорит о моем прошлом и о том из моего прошлого, что я принес в сегодняшнее свое выздоровление, с чем я остаюсь.
the next 11 steps become my future if I choose to live them. А остальные 11 шагов станут моим будущим, если я выберу жить по ним. The second step said I came to believe that a power greater than myself could restore me to sanity. Второй шаг говорит, что я прихожу к вере, что есть сила более могущественная, чем я сам, которая может восстановить меня к здравомыслию. And they're not talking about the mental insanity or criminal insanity or legal insanity, but the insanity of doing the same thing over and over again and expect different results. И там не говорится о психическом каком-то безумии, о криминальном безумии и так далее. Там говорится о том безумии, когда я делаю одни и те же вещи, ожидая другого результата. And so I need to be restored from sanity, and that does not happen that God sends angels down from the sky. И говорится, что мне нужно прийти к здравомыслию, к восстановлению к этому. Но это не произойдет таким образом, что Бог или ангелы спустятся с неба и во мгновение ока мне это устроят. God always works through people, places, and things. Бог всегда работает через людей, через обстоятельства. So if I do something wrong, I receive the consequences of that wrong into my life. И когда я делаю что-либо неправильное, ошибочное, то я получаю последствия этого в своей жизни и вижу это, могу это видеть. Life will show up and punish me through natural ways. Жизнь сама, можно сказать, накажет меня естественным путем. Just like if I do the right thing, the consequences will be right things will happen in my life. Так же точно, как если я начинаю делать правильные вещи, то в результате правильные вещи начинают происходить в моей жизни. So as an addict, I have to stop doing the same thing over and over again and expect different results. То есть, будучи зависимым человеком, мне нужно перестать делать все, что я делал, одинаковое снова и снова и ждать других результатов. It's just like when addicts get into a relationship. Это все равно, как когда зависимые начинают заводить отношения. And it ends in craziness and pain. И вот It ends in craziness and pain. А заканчивается это безумием и болью. And so what they do is get into another relationship. И что они делают? Начинают новые отношения. Different person, but the same person mentally. С другим человеком, но, по сути, оставаясь такими же внутри. And the same thing happens again and again. И то же самое происходит снова и снова. So to be restored to sanity, we have to do it different. То есть, чтобы быть восстановленными к здравомыслию, нам нужно теперь делать что-то совершенно другое. The third step says we made a decision to turn our will and our life over to the care of God as we understood Him. Третий шаг говорит, что мы приняли решение перепоручить нашу волю и наши жизни заботе Бога, как мы его понимали. And the third step does not say understand Him, it says understood Him, which changes the whole meaning of the step. И там не говорится к Богу, как мы его понимаем, но там говорится, как мы его понимали, и это очень меняет смысл шага. Because if it said God as we understand Him, потому что если было бы написано Бог, как мы его понимаем, that would mean Narcotics Anonymous has an understanding of God. То это значило бы, что у сообщества анонимные наркоманы есть свое какое-то одно понимание Бога. But by saying understood Him means each and every one of us can have a personal understanding of God. А если говорится, как мы его понимали, то это означает, что у каждого может быть свое понимание. And God to each and every one of us can be different. Бог может каждому из нас открываться по-разному. And that's okay. И это нормально. It said we made a decision. The decision is to make a commitment. We may not be able to keep it, but we make a decision. We try to do something. И принять это решение,
это означает взять на себя определенные обязательства. Это не значит, что мы всегда будем их выполнять. Но здесь уже говорится о том, что мы начинаем теперь стараться. To turn our will and our lives over. Перепоручать свою волю и свою жизнь. And what is our lives and our will? И что такое наша воля и наша жизнь? Our lives is everything that happens to us from the time we wake up till the time we go to sleep. Наша жизнь — это все, что с нами происходит с момента, как мы проснулись, до момента, как мы уснули. And our will is our reaction to everything that happens to us in our lives. А наша воля — это наша реакция на то, что происходит с нашей жизнью. And all addicts have one thing in common. И у всех зависимых есть одно общее. They react, they don't respond. Мы реагируем, мы не отвечаем здраво на что-то, а мы привыкли реагировать. Their girlfriend breaks up with them, they go out and use. Бросила девушка, надо пойти заторчать. They lose their job, they go out and use. Потерял работу, надо пойти потерпеть. They lose the place that they live, they go out and use. Потерял место, где жил, надо пойти потерпеть. And they're all reactions. Это все реакции. But if they respond, they would take the time to think what would happen if they go out and use, and therefore that pause stops them from using. А если говорить о том, как отвечать на какие-то обстоятельства, тогда у нас появляется время подумать, соотнести это с чем-то. Есть какая-то пауза, во время которой можно принять другое решение и не идти не употреблять. So the whole secret of the third step is not to react and learn how to respond. И весь секрет третьего шага — это начать учиться, как вместо обычного реагирования, компульсивного, отвечать на обстоятельства здраво. But for addicts, it's very hard to learn how to respond because we've been reacting since small children. Но для зависимых очень трудно научиться здраво отвечать на обстоятельства, потому что мы с самого раннего детства привыкли только реагировать. The first three steps are the foundation of recovery. И вот эти первые три шага, они являются основой выздоровления. And they will keep you clean for a while. И на какое-то время они дадут вам чистую жизнь. But not forever. Но не навсегда. Because unless you work the other steps, you may be physically clean but spiritually dirty. Потому что если вы не будете работать по остальным шагам, вы можете физически быть чистыми от веществ, но духовно будете грязными. Steps 4 through 9 clean us emotionally, mentally, and spiritually. Вот шаги дальше с 4 по 9, они помогают нам стать чище в умственном плане, в эмоциональном и духовном. Steps 10, 11, and 12 are the growth and maintenance steps. А шаги 10, 11 и 12, они служат для нашего роста. We maintain what we got through the first 9 steps and grow on top of it. Для нашего роста и поддержки мы поддерживаем то, что в нас уже происходит хорошее, и растем в этом. The steps and traditions are the program. Шаги вместе с традициями и составляют программу для нашего. Everything else is just fellowship. А все остальное — это уже дела сообщества. Meetings, conventions, functions, Собрания, fellowship. конвенции и так далее — это уже дела сообщества. So to have a program, you must work steps and traditions, otherwise you just have fellowship. Но чтобы работать по программе, вы должны работать по шагам и традициям, иначе вы просто член сообщества и все. And fellowship will not keep you clean forever, but the program will, steps and traditions. И сообщество не даст вам чистоты навсегда, а шаги с традициями дадут. I have been speaking now for 45 minutes, and that's what they told me to do. And they said at this point we will go to questions and answers. So I want to thank everybody for letting me share, and I love you all. Мне сказали, что говорить нужно 45 минут, а потом будет 15 минут на вопросы и ответы, поэтому я
заканчиваю и благодарю вас, что вы меня пригласили. Спасибо вам большое. Я спросил, есть ли правильный способ писать шаги, делать шаги? Илья, ты слышишь? Правильный способ делать шаги? Да. Is there any right way to work the steps? And some of them say to write, because you know this Russian tradition to write the steps from the new guy. Well, writing the steps makes it real. Talking the steps is bullshit. Writing the steps, yes? Yes, writing the steps. That's the only way. You write it and then you talk about it. You don't talk about it. You write it, then you talk about it. Нужно писать шаги и говорить об этом, обсуждать их. То есть не получится только разговаривать про шаги или только их писать. Is there any right way? They mean method or something like that. Repeat that. Is there any right way to do this that you know? Well, the only way I know how to do it is through my sponsor, and people I sponsor do through their sponsors, and that's why it's important to have a sponsor who knows the steps and knows how to work it. Not a sponsor that just talks the steps, but a sponsor who knows the steps and lives it in their life. Он говорит про правильный способ, говорит, я сам работал каким способом и какой способ передаю другим, это то, как работал я со своим спонсором, у которого тоже был спонсор, и все передается дальше. То есть очень важно, чтобы был спонсор, который знает, как жить по шагам, не просто знает шаги, а который по ним живет и знает, как жить, тогда он будет знать, как их передавать. Да, спроси, какой шаг был самый трудный для него? Илья, вопрос. Какой шаг был самый Я слышу. What step was the most difficult for you to work? The most difficult step for all addicts is the first step, because you got to stop before the other steps even begin to work. So if you don't stop, the other steps don't mean anything. So a journey of 1,000 miles starts with the first step. Самый трудный, как и для любого зависимого, это был первый шаг, потому что пока его не сделаешь, все остальные шаги и смысла не имеют. А когда ты сделал первый шаг, то это, считай, ты совершил путешествие на много миль вперед. And also, you got the step worksheet that you translated, and that's a good place to begin. Ну и он говорит, что вот шаги, которые ты переводил наши, это хорошая штука, чтобы начать. Вот это руководство. And for addicts, we work them out of the basic text, not the big book. И мы работаем по ним, используя базовый текст анонимных наркоманов, используя вот этот вопрос. Задавай. По шагам работает. Когда с подругой пишет, 10, 11, 12 делает. Сейчас он как работает по шагам? То есть поддерживает свое выздоровление 10, 11, 12 или круги наворачивает постоянно? How do you work the steps now? Are you maintaining your recovery and grow in 10, 11, and 12, or you do the steps from the beginning again and again and again, like they do in Russia and they learn about? Number 10, the 10th step will take you down to the step you need to work. 10-й шаг, он возвращает вас к тому шагу, который вам нужен. Ну, потому что в нем все шаги. Посещает ли он сейчас собрания, как часто, и бывает ли он на таких мировых движухах, Ходит ли он на группы, как часто, ездит ли на конвенции? Did you answer the previous step? I think you are thinking about it, no? What was that again? About the steps you work now. Did you finish with it? They've got another question.
Well, you never finish, but if you're doing a 10th step, it takes you down to the step you need to be working right then. Окей, guys. Да, на прошлый вопрос он ответил, что в 10-м шаге, по сути, есть все шаги, поэтому, если делать то, что там написано, то вы и так делаете все шаги постоянно. А вы спросили сейчас, ездит ли он на конвенции, да, и ходит ли на группы как часто, да? Да. They asked, do you visit any conventions and how often do you go to meetings? I go from 3 to 5 meetings a week, depending on where I am in my life, and I go to conventions very often. 3-5 собраний в неделю я посещаю, зависит от того, где я нахожусь, и да, я часто езжу на конвенции. Сколько ему лет и сколько ему частоты? Сколько писал первый шаг? Не. Сколько ему лет? Спрашивают, сколько сейчас ему лет, сколько у него чистого времени, и вопрос от меня, были ли срывы в его выздоровлении. А он же отвечал про срывы. Да? С 60-го года не было. Соответственно, сколько у него частоты? Сейчас у него, по-моему, 50 лет чистого времени, да? They ask how old are you and how many clean time have you got? I'll be 80 years old in February, and I'll have 60 years clean in February. Мне 80 лет, в феврале будет, и 60 лет чистоты. Еще вопрос был, сколько по времени он сделал первый шаг? Илья, слышишь? How long did it take you to work the first step? I didn't even start the first step till I was 2 years clean because I thought I was smarter than everybody else and didn't need the steps. Я 2 года вообще не приступал к первому шагу, потому что я думал, что я умею всех, и мне он не нужен. And when did you start? How long did it take you? I was finished the 12 steps within the first year from when I started. В течение первого года мы проделали все шаги со спонсором. Еще вопрос, как болезнь зависимость проявлялась у него в сегодняшнем дне? How did the disease of addiction show itself in your today's living? Well, it makes me crazy. I do stupid things. I left my wife after 17 years and found out I made a mistake and had to come back and eat humble pie. It was long ago, yes? Pardon? It was long ago, yes? No, it was 2 months ago. Oh, so you're living for 17 years with her, yes? Right. And I left her for another woman and found out that I made a mistake and had to come back and become very humble to get her back. 2 месяца назад я ушел от жены ради другой женщины. Я также совершаю А потом понял, какую ошибку совершил, и вернулся, и сильно просил прощения, и сейчас веду себя весьма смиренно. Где он берет силы? Для чего? Для всего. Где он берет силы? Where did you take power for this life? Repeat that question again. Where did you take power for this life? I don't have any power. The power is within the steps and in my higher power. У меня нет своей силы. Силу я беру там, где в шагах написано высшие силы. Что надо для него высшая сила? Есть какая-то? Что для него высшая сила? What is your concept of higher power? My concept of higher power is a force and energy that creates everything, lives in everything, and everything there is part of it. I don't believe in an old man sitting in a rocking chair in the sky. I believe my God is just infinite intelligence and power that works through each and every one of us. And a piece of that is in each and every one, and we're created out of it. That's my concept, and it has changed many times through the years. У меня есть концепция, она много раз менялась за эти годы, но на сегодняшний день она такова, что
Высшая сила – это сила, которая действует везде и во всем, безначальная и бесконечная, которая творит все, живет во всем, и все является ее частью. И она приносит в мир, в душу каждого человека и меняет каждого из нас. Спросить, были такие моменты, когда этап в жизни, что вот выздоровел, да, либо вот-вот, но выздоровел. Have you had moments in your recovery when you thought that, oh, I am recovered already, or I'm very, very close to total recovery? Yes, and every time I think that, I get myself in a bad spot, and I have to get the real truth is, I never recover, I am recovering. Вот когда такие мысли у меня начинаются, я понимаю, что я в беде, и мне нужно из этого выбираться, потому что правда заключается в том, что я никогда не выздоровлю, я выздоравливаю в процессе. Были ли они? Были. Применение 12-го шага в его жизни. Как он практикует 12-й шаг? How do you practice the 12th step in your everyday life? If the 12 steps become part of who you are, if you live them in the chapter, what can we do? The 12th step, the last step. The 12th step or the 12 steps? No, the 12th step. The 12 steps, well, it's very simple. It says, as a result of the steps, we have a spiritual awakening. And that spiritual awakening is that the steps work. Tell them that, and then I'll finish it. Говорится в 12 шаге, что в результате работы по шагам, да, у нас мы начали нести весть. То есть сначала нужно работать по шагам и пережить это духовное пробуждение. And then it says, as a result of that spiritual awakening, we practice these principles in all our affairs. И написано, что в результате духовного пробуждения мы можем практиковать теперь эти принципы во всех наших делах. And we carry this message to other addicts. И мы несем эту весть другим зависимым. And the message we carry is the 12-step work. И вот ту весть, которую мы несем, это и есть работа по шагам. And we practice these in all our affairs. So that means that the 12 steps is carrying the message of the 12 steps. If you go into a prison or a rehab, if you're not carrying the message about the 12 steps, then you're not doing the 12-step work. 12 steps says we carry this message to other addicts, and the message is the 12 steps. We don't do that, we're not doing the 12 steps. В 12 шаге говорится, что мы несем весть, которая у нас есть благодаря работе по шагам. И если я иду, например, в реабилитационный центр или в тюрьму нести весть, я могу нести только если я сам работаю по этим шагам и пережил духовное пробуждение. В противном случае никакую я весть нести не могу. То есть 12 шаг говорит о том, что в результате работы по шагам у меня есть теперь что нести. А если у него спонсор? Have you got a sponsor now? Of course I have a sponsor. Everybody has to have a sponsor. Конечно, есть. У каждого есть спонсор. Вопрос про 11 шаг. Как он его практикует? Что для него медитация? Как часто он это делает? Сколько времени? Как вообще выглядит этот процесс? How do you practice 11th step in your everyday life? And the question is also about meditation. How do you do it? How long does it take? Does this process look like? The 11th step says we sought through prayer and meditation. The word sought means we seek. We're seekers. 11 шаг говорит, что мы искали через молитву и медитацию. То есть мы ищущие, мы ищем. And then it says to improve our conscious contact with God as we understood Him. Again, the word understood. To improve our conscious contact with God as we understood Him. И
Написано, что мы ищем осознанной связи с Богом, как мы его понимали. Снова написано, как мы его понимали, как и в третьем шаге. Then it tells us to ask for what God's will for us is. Нам говорится, что мы должны искать, какова Божья воля для нас сейчас. And that's the tricky part of the step. И это довольно такая сложная часть шага. And the only way that we know what God's will is when we get quiet, we ask the question, what is the highest good for everybody in this circumstance? Not my highest good. Потому что, чтобы услышать, чтобы вообще была возможность услышать Божью волю, нужно внутри затихнуть и задать вопрос, как, Боже, будет лучше для всех людей, вовлеченных в эту ситуацию, а не для меня. And once you find out what God's will is for the highest good of everybody, then the step we have to pray to carry it out. И как только мы осознаем, что будет лучше для всех, то нужно дальше это делать. Because as addicts, we know what the highest good is, but we're selfish and we don't want to do it. And that's why the step says pray for the power to carry it out, because we don't want to do the right thing. Нам нужна сила, как написано дальше в шаге, чтобы мы могли это сделать. Потому что как торчки мы привыкли только думать о своем благе, как лучше для нас. И поэтому даже если мы в результате молитвы, медитации приходим к осознанию, как будет сейчас лучше для всех, то у нас своей силы еще нету, чтобы это... Вообще нету своей силы, чтобы это делать. И нам нужно потом просить у Бога силу для того, чтобы это сделать. То, что с нашей стороны нужно. As far as how to meditate, Narcotics Anonymous doesn't tell us how to meditate. We just have to do it. Is there an IP called How to Meditate? No, there is not. What do you say about the chapter? There is a million ways to meditate. Everybody has to find their own way. Narcotics Anonymous does not recommend ways to meditate. Everybody has to find their own way. В литературе анонимных наркоманов нету информации какой-то о том, как медитировать, чтобы каждый мог для себя найти свой способ, который ему подходит, чтобы это делать. And we just reached the hour point, so I want to thank everybody for allowing me to share. It's been a pleasure to be here with you this morning. Ну вот час прошел, друзья, спасибо вам большое, спасибо всем, кто пришел. Thank you very much. Thank you. It's a pleasure. Don't go home. Have a great day. Спасибо всем, хорошего всем дня. Спасибо большое. Thank you. Thank you, brother. Okay. Have a good day. Да не за что, слава Богу. Ладно, все, пока.